Ombre Leather клон. Maison Alhambra Amber Leather. Вот про вот этот аромат сегодня будем с вами разговаривать. Как бы клон Tom Ford, как бы очень похоже, как бы очень красиво, как бы очень узнаваемо. У кого уже есть этот аромат, пожалуйста, напишите мне в комментариях, поделитесь своим мнением. А самое главное, телеграм-чат, не забываем, ссылка в описании. И давайте сразу поговорим про плюсы этого аромата. Что касается этого аромат. Слямзено все. Я даже специально пока что упаковку не выбрасывал, потому что я обычно выбрасываю всегда коробки, эти крышки. Даже вот эту рифленость, я не знаю, камера передаст или нет. Даже вот в упаковке они содрали все. Это невероятно, как бы, браво, фантастика. Что касается здесь, конечно, это очень дешевый флакон. Здесь они налепили как бы кожу на этот флакон. Вот это типа кожа, да. В принципе, так более-менее стильненько смотрится. Надо отметить, что Ombre Leather флакон это очень стильный флакон. Крышка максимально дешевая, очень опасная. В плане, что, мне кажется, если ее неправильно открыть или как-то слишком резкое движение сделать, скорее всего, она поломается. Так что не надо ожидать ничего невероятного от этого флакона, учитывая, что сам парфюм стоит всего лишь $20. Плюсы. Узнаваемое звучание. Кстати, неплохой спреер. Смотрите, сейчас попробую. Может, даже slow motion сделаю. Очень хорошо распыляет. Как для ароматов $20 хорошо распыляет. Узнаваемое звучание. Сразу понятно, что это может быть и на что это похоже. Да, это кожаный аромат. Да, это носибельный кожаный аромат. Такой вот гладкой выделки, что-то такое. В общем, плюсы закончились. Узнаваемое звучание. Да, так, кожа, все понятно. Минусы. Первое. Стойкость. Нормальный Ombre Leather это часов 10. И вообще, все кожаные ароматы стойкие. Нота кожи это как нота уда, это как нота, я не знаю, там шафрана. Почему это как, вот такие ноты. То есть кожа это относится к этим нотам. И удивительно, что у этого аромата стойкость всего лишь пару часов. У кого уже есть этот аромат, пожалуйста, обязательно мне напишите. Настоялся он у вас и поменялась ли стойкость? Потому что у меня уже есть опыт с ароматами, у которых была стойкость по 2 часа. Они настоялись и сейчас держатся и по 5, и по 6. И у кого есть опыт, напишите, пожалуйста. Второй минус. Если мы расцениваем или рассматриваем этот аромат как клон. Первое. Старт у него не похож на Ombre Leather, он более резкий. Там есть экстра какие-то такие острые специевые ноты. И он реально в конце разваливается. У него очень красивая база, и у него очень красивое развитие, и он разваливается. Вот когда подходит звучание к концу, имеется в виду всего лишь через пару часов, он просто разваливается. Вот так вот. И поломался. И нет его больше. И третий минус это то, что опять же мы рассматриваем этот парфюм как клон. Сходство, даже по звучанию сходство с настоящим Ombre Leather процентов 70, не больше. 75-70. Я бы даже сказал, что это далекий клон Том Форда. В общем, и у меня есть две надежды. У меня есть надежда, что он настоится. И у меня есть надежда, что возможно, даже в звучании станет более насыщенным. Или как так. Да, он угадываем этот Ombre Leather в этом аромате. И да, он понятно и видно, что пытались вот это вот спародировать и вот это вот сюда вложить Tom Ford Ombre Leather. Но стойкость печаль, окончание звучания очень сильная печаль. Но и единственное, скажу вам честно, он не химозит. Вот, казалось бы, после того, как я сказал, что в конце он исчезает и испаряется, как бы, и разваливается, можно было подумать про химозность, но химозности нету. Он не химозит. Это реально плюс, потому что мне тошнит от всех этих химозных историй. В принципе, за $20 неплохой вариант. Если он настоится и будет хотя бы стойкость хотя бы 4-5 часов, как у нормального среднестатистического кожаного аромата, я буду очень рад, потому что, в принципе, звучание неплохое. Но я не хочу просто думать про него как про клон Ombre Leather, потому что он действительно слишком далек от этого. Пишите свои комментарии, пишите свои впечатления. Всем хорошего дня и пока.